Добрый день. В преддверии выпуска первой части тестирования в Dolby Vision решил рассказать про типы видео про седьмом профиле, потому что именно их мы будем тестировать. И чтобы не удлинять будущее видео, решил сделать небольшое видео с объяснением разницы. А также покажу фел или мел в определенном видеофайле. Начнем. Если взять любой фильм в седьмом профиле Dolby Vision, это тот, что с Ultra HD Blu-ray диска или Remux его, то он будет содержать основной базовый слой BL, в котором закодирован 10-битный HDR сигнал, и дополнительный EL слой, который содержит RPU, Reference Processing Unit, в котором содержатся метаданные для обработки, которые позволяют оптимизировать видео именно под ваш телевизор. И вторая часть этого слоя – это сам улучшающий слой. Вот этот самый слой и бывает мел минимальный, в нем содержится только сам RPU, и фел, то есть полный улучшающий слой, в котором закодирована разница между исходным видео, которое используется на студии для грейдинга и колористики, и BL слоем. Фактически именно этот слой воссоздает исходное 12-битное видео. Вот есть такая таблица, где показаны преимущества и недостатки каждого из этих вариантов EL слоя. Что из этой таблицы можно узнать? Мел применяется, чтобы ускорить процессинг. То есть процессору нужно меньше ресурсов и занимает это видео меньше места на диске. Минусы у этого формата, что невозможно воссоздать исходный 12-битный мастеринг. Невозможно воссоздать 4000 нит сигнал из 1000-нитного базового слоя. Дело в том, что базовый слой может быть создан с Master Display Luminance 1000 нит, а EL и RPU при этом будут рассчитаны на MDL 4000 нит. Преимущество FEL, соответственно, это наилучшее качество, полная поддержка исходных 12-бит данных в сигнале и возможность отобразить 4000 нит, если в BL слое прописано 1000 нит. Минус – это сложность процессинга и больше места на диске. Для мел рекомендуемый размер процентного соотношения от общего файла – это от 0,5 до 2%. А для фел слоя уже будет от 5 до 20% от общего битрейта. Как видим, существенная разница. Теперь давайте на примерах покажу, как выяснить данные о слое и примерно оценить его влияние на получаемое изображение. Вот видео, которое я буду использовать для своих тестов. Первый – это спасти рядового Райна. Это Remux папочный, то есть сохранена структура Ultra HD диска. Итак, как же быстро узнать, какой внутри слой, фел или мел? Если мы посмотрим медиа-инфо этого файла, то увидим, что в видео в этом есть два видеотрека. Видео 1 – это базовый слой в 4К, сделанный под MDL 1000 нит. И второй видеотрек, видео 2, с разрешением Full HD. И тоже MDL у него прописан как 1000 нит. Но про Dolby Vision в этом медиа-инфо вообще ничего нет. То есть мы никакие характеристики Dolby Vision отсюда узнать не сможем. Можно взять утилиту BD-Info. Вот она покажет, что вот есть два видео трека в файле. Покажет их характеристики, такие же, как прописаны в медиа-инфо. И, соответственно, чтобы понять, какие объемы у этих файлов, нужно запускать сканирование. Но это процесс очень долгий, и метод через BD-Info не сможет вам полностью помочь определить фел или мел слой у вас. А второй способ – это найти информацию про ваш фильм в сети. Есть форумы, где собирают данную информацию. Но это тоже сложно и нужно искать. Самый же простой вариант – запустить данный фильм в медиаплеере, например, MPC. Смотрите, заходим в папку, в стрим и запускаем. Если мы сейчас видите, смотрите, есть тут дорожка видео.
основная и дополнительная. Если переключим на вторую дорожку, то это и есть EL-слой. В данном фильме, в этом дополнительном EL-слое очень много информации. Как вы понимаете, это именно FEL. То есть вполне отчетливо даже видны персонажи и даже достаточно темные детали фильма закодированы в EL-слое. Чтобы узнать больше информации о фильме, можно воспользоваться утилитой Dovi Tools. Я же использую Dovi Script дополнительно, чтобы не мучиться с консолью, так как сама Dovi Tool — это консольная утилитка. Соответственно, если попробовать получить информацию об этом фильме, то вот мы что сможем узнать. Смотрите. Профиль 7 FEL, версия CM2.9, то бишь для Ultra HD дисков. Обратите внимание, RPU Mastering Display рассчитан на 4000 нит, хотя HDR слой расчет сделан и все вычисления сделаны на 1000 нит. При этом L5 пропущены, то есть не прописаны. Это достаточно частая ошибка в фильмах, что забывают прописать этот параметр. Но в данном случае у этого фильма соотношение сторон 16:9, поэтому полей черных тут нет. Но если бы в этом фильме были черные поля, и этот параметр L5 был бы не прописан, либо прописан неверно, то было бы либо свечение полностью черных полей, в зависимости от контента на видео, либо если просто неправильно указано, то есть недостаточно точно рассчитали, то будут просто полоски, некоторые полоски сверху-снизу, которые будут мельтешить и будут заметны в фильме. Также смотрите, L6 метадата должен прописывать max.cll или max.fal. Точнее, рекомендуется это делать. Здесь тоже это не прописано. И обратите внимание, здесь L2trim имеет значение только, рассчитан только для 100 нит. Хотя обычно еще вычисляется для 600 и 1000 нит. Также эта утилита может построить график уровней L1, в котором можно более подробно узнать информацию о файле. Например, можно понять, что именно вычисленный max.cll 3468 нит. Max.cll показывает максимальную светимость отдельного пикселя в любом месте, в любом кадре всего фильма. Есть еще параметр max.fal. Этот параметр показывает максимальную среднюю светимость всего кадра. В данном фильме это равно max.fal равен 125 нит. При этом средняя по фильму всего лишь 7 нит. Вот. Ну и можно, соответственно, понять по этому графику, что достаточно проработано все, и сцены имеют сильное отличие в яркости. Дальше второй фильм «Назад в будущее». Здесь также давайте посмотрим сразу вторую дорожку. Это однозначно FEL, естественно, как вы понимаете, и достаточно мощный FEL. То есть в нем более чем достаточно информации. Это важная часть в изображении для этого фильма. Соответственно, в медиа-инфо у нас опять ничего интересного нету. Кроме того, что здесь мастеринг дисплей уже для HDR слоя 4000. А вот вычисленный график и max.fal, max.cll через утилиту. Яркий фильм, пики CLL доходит до 4000 и средний max.fal 387 максимальный. Посмотрим теперь, что нам скажет утилитка сама. Здесь совпадает, видите, RPU 4000 и HDR слой тоже рассчитан на 4000. L2 trim есть на 100 нит и на 1000 нит. И L5 офсет прописан правильно. Далее следующий фильм, который я тоже включил. Чем меня привел этот фильм? Тем, что в нем, в отличие от многих фильмов, используется L2 Chroma Weight. Видите? Trim Chroma. Trim Chroma Weight не равен 2048. Потому что почти 90%, наверное, даже может больше фильмов
вот этот параметр обычно не используют. И когда мы будем делать тест Dolby Vision, я вам объясню, почему он в целом интересен. Вот, поэтому я и включил этот фильм в тест, потому что в нем этот Chrome Weight используется. Давайте посмотрим, что у нас в фильме «Вавилон». Фел либо мел. Видим, что это фел слой. Кроме цветового шума, особо пока я ничего там в нем не вижу. То есть особо там ничего нет. Так, теперь смотрим Рокетмена. Здесь мы тоже имеем фел слой. Ну, какая-то информация в нем однозначно содержится. Посмотрим, какие у него характеристики дополнительно. Седьмой профиль, фел. L6 прописано. L2 трим всего лишь 100 нит. L5 прописано. Вот, видите, еще один фильм, как и «Спасти рядового Райана», где РПУ прописан, сделан для 4000 нит. А HDR слой содержит 1000 нит. Поэтому для этого фильма обязателен фел слой, чтобы именно восстановить полноценно всю информацию. Выше 1000 нит. И, соответственно, вот его отрисовка. Max CLL 1800, Max FAL 200. То есть тоже достаточно интересный фильм будет для анализа. Поехали дальше. И еще один фильм, который будет использоваться, это «Охотники за привидениями» 2021 года. Медиа-инфо нам говорит, что здесь, соответственно, мастеринг HDR слоя на 4000 нит. Давайте посмотрим, что на самом деле там. Итак, включаем вторую дорожку и видим зеленый экран. Это значит, что здесь нет фел, тут чистый мел. То есть в EL слое находится фактически только RPU. Никаких дополнительных видеоданных там не содержится. То есть никакого корректирующего слоя там нет. То есть, как вы поняли, быстро определить фел или мел можно вот именно по вот этой вот, по второму видеопотоку. Если он зеленый, значит это мел. Если серый, белый, и там хоть что-то есть, что-то движется, меняется, то это фел. Мы сможем сравнить обработку фильмов с фел и мел из 7 и 8 профиля, чтобы понять, а есть ли разница. Да, естественно, если у вас фильм в МКВ, при этом сделан сингл-треком, то есть когда вот, видите, вот, например, у меня здесь видео один поток, но BL и EL, они суммированные, слиты в один трек. Вот, и в этом фильме, например, вот в таком видео в МКВ, когда, конечно, здесь у вас уже не получится быстро увидеть информацию, потому что здесь дорожка видео, она одна, трек один. И, соответственно, из него вы уже информацию никакую таким способом простым не получите. Здесь уже только использовать Dovi Tool, проверять через него. А вот кто хранит фильмы в основном образами, им, конечно, значительно быстрее все узнать можно. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание.